Ну, во-первых, что такое поступить по воле Божией? Ну, конечно, для верующего человека это очень важно. Каждый из нас скажет, хотел бы. Скажу удивительные вещи. Мне бы хотелось поступить по воле Божией, но я не могу не осудить эту свою соседку, исчадие ада. Я знаю, что это грех. Так я хочу поступить по воле Божией или нет? И я ее. Интересно, надо же это. Я понимаю, что нужно бы не обманывать. Но я знаю, если не обману, то мне может быть плохо. Итак, волю Божию я знаю, но я поступаю вопреки ей. Я говорю, так мы в словах, так мы в делах, а уж о мыслях и говорить не буду. Как мы знаем, какие должны быть наши мысли? Ну, верующий человек знает же, они должны быть чистыми все-таки, хорошими. А он на что творится в нашей бедной головке? Видишь, говорит, как узнать волю Божию? Оказывается, очень многое мы знаем и поступаем точно вопреки ее. О, если бы мы начали поступать по воле Божией в том, в чем мы не сомневаемся, где воля Божия и как нужно. Закон такой. Если бы мы начали поступать там, где мы отчетливо видим, мы постепенно бы начали видеть дальше. Зрение его очищалось наше. И мы бы начали поступать по воле Божией там, где сейчас мы в растерянности. Не знаем, как быть. Мы не делаем. Есть великий закон, открытый опытом. Неверный в малом будет неверен и во многом. Сказал Христос. Мы неверны. Неверны мы, постоянно неверны. Вы понимаете только. Постоянно неверны. И лжем, и лукавим, и лицемерим, и обманываем, и осуждаем, и притворяемся. И чего? Ну зачем перечислять? Постоянно неверны. В чем неверны-то? В том, что мы точно знаем, как нужно поступить по воле Божией. Слышите, вот наше первое, так сказать, откуда проистекает наша слепота. Второе, что я хотел бы сказать. Воля Божия заключается в том, чтобы мы поступали по тому, простите меня, я выражусь грубо, но я по отношению к себе, чтобы я поступил, вот мой глупый разум считает, вот как будет правильно поступить по воле Божией. Так? И моя совесть, наполовину сожженная, может, больше, говорит, да, это будет правильно. Значит, когда мой разум, моя совесть так говорят, что вот так правильно, так надо и поступать. Потому что Богу воля Божия тогда совершается, когда я поступаю искренне. Правильно, как мне кажется, что это правильно. Без самооправдания. Вот в чем воля Божия. И тогда, я вам скажу, поскольку я сказал, что мой глупый разум-то и совесть-то моя совсем невелика, тогда Бог исправит, если я выбрал неверный путь. Совесть и разум – вот две линии, которые дают точку в своем пересечении правильного поступка. И последнее ваше. Нет, это неверный подход, что если какие-то препятствия, то обязательно значит, это уже воли Божией нет. Вы правы. Сколько угодно мы находим совсем другого, противоположного. Поэтому один из великих святых православной церкви, такой был в VI столетии, Варсануфий Великий, которого попросили ответить на этот вопрос, он сказал так: старайтесь познавать волю Божию из внешних обстоятельств. Из обстоятельств внешних. Когда я вижу, что все-таки так правильно, я убежден, и вижу, что это надо, может, не только для меня и для многих, так, то если я вижу в этом, это ясно, обстоятельства прямо говорят, то не надо смотреть на то, что мне кто-то ставит подножку, кто-то препятствует, нужно делать. Но уже когда мы упираемся в стену, ну тогда приходится остановиться. А бывает так в жизни, когда действительно натыкаемся на стену уже, и ничего не сделаешь уже. На стенку лезть бесполезно.
Вот так. Значит, ответ: старайтесь понять, постичь, уразуметь волю Божию из внешних обстоятельств, в которых вы находитесь. Вот на 3 ваши вопроса.